станет ли Сяо Янь алхимиком номер один на континенте. А пламя пожирания пустоты вторглось в клан Яо, сжигая убегающих могущественных членов. Мольба главы клана о помощи клану Лэй и клану Янь не увенчалась успехом, и он активировал небесный массив. Вот так трейлер и какие эпичные события. Но давайте рассмотрим все по порядку. Церемония Яо официально началась. Сяо Янь стал 4-м участником. Наряду с такими гигантами алхимии, как старейшина Яо Ваньхо и старик Шэнь Нун. Что касается Хунь Худзи, его мастерство создания пилюль также высоко. Не зря он главный алхимик клана Хунь. У каждого из 4 небесное пламя. Но Сяо Янь удивил, или даже сказать шокировал больше всего. Мало того, что у него 6 видов небесного пламени, так еще и номер 2 в рейтинге – пламя очищающего лотоса. А точнее Сяо И – дух огня. Это то, чего нету даже у таких опытных алхимиков. Немало удивляет и пламя Шэнь Нуна. Сяо Янь захотел его получить. Мы подробно говорили об этом в предыдущих видео. Кстати, ребята, видел пару комментариев, кто писал, что якобы сюжет в роликах затянут. Объясняю, что видео все идет согласно оригиналу, новелле. Я не знаю, такие подробности раньше все любили. Ведь в серии много сокращают, а тут можно все узнать. Итак, Сяо Янь и 3 других алхимика 9 ранга взялись за создание пилюль. Каждый явил котел из небесного пламени. Сяо Янь посмотрел на свой огромный розовый котел из очищающего пламени, и со взмахом руки лекарственные ингредиенты вылетели из его кольца. Количество различных ингредиентов было ужасающим, многие алхимики потеряли дар речи. Сяо Янь приказал: «Иди». Малышка И нырнула в огненный котел. Ее сила поглотила 1000 целебных ингредиентов. Мощное пламя внезапно выросло внутри котла. Что собирался делать Сяо Янь? Он действительно хочет очистить так много лекарственных ингредиентов одновременно? Лица этих старейшин из клана Яо и даже главы невольно подергивались. Для очищения любого медицинского ингредиента имелись свои требования. Неужели их всех можно было вот так просто кидать в котел? Яо Лао, сидя в кресле, просто ухмыльнулся, наблюдая за Сяо Янем. Он был уверен в нем, так как навыки Сяо Яня уже даже превзошли его учителя. Многие из представителей молодого поколения клана Яо были в шоке. Даже Яо Тянь, лучший юный алхимик Яо, который показал наилучший результат во время детского этапа, наконец понял, какой огромный разрыв между ним и Сяо Янь. Помимо Яо Тяня, также Яо Линь с вниманием наблюдала за спокойной молодой фигурой в небе. Впервые за столько лет она увидела, что кто-то из ее поколения наравне конкурирует с такими старейшинами мира алхимиков, как старейшина Яо Ваньхо и Шэнь Нун. Она невольно восхищалась в своем сердце. Яо Лин повернула голову и спросила у своего жениха Яо Сэнзы: «Сяо Янь не казался таким сильным, когда мы встретили его в клане Гу, не так ли?» Тот ответил: «Да, в то время он был просто обычным почтенным воином. Хотя его духовная сила была мощной, она не достигала такого пугающего уровня. Когда он в прошлом встретил Сяо Яня, они были примерно равны. Кто бы мог подумать, что между ними окажется такой огромный разрыв сейчас? Его духовная сила уже такого же уровня, что и старейшины Ваньхо. Совершенное небесное состояние». В глазах Яо Линь мерцал необычный блеск. С самого рождения ее душа отличалась от обычных людей. Глава клана как-то сказал, что если ей повезет, она даже сможет достичь легендарного божественного состояния. Она всегда гордилась своей духовной силой. Сяо Янь стала единственным человеком того же поколения, который превзошел ее. А в это время 1000 лекарственных ингредиентов находились во владении духа огня, Сяо И. Ее контроль во время переработки пилюль был совершенным. 3 других алхимика также перерабатывали большое количество ингредиентов. Хотя они не обладали духом небесного пламени и не могли догнать Сяо Яня, они все еще являлись опытнейшими алхимиками континента. Спустя день Сяо Янь окончательно вырвался вперед. Сам котел дрожал и издавал гудящий звук. Вскоре после того, как Сяо Янь очистил свои ингредиенты, Хунь Худзи бросил много очищенных медицинских жидкостей в свой огненный котел. «Сила мира, слушай мой приказ!» Как только прозвучал крик Хунь Худзи, бесконечная природная энергия собралась вокруг огненного котла, поглощаясь всасывающей силой. Это ужасающее пожирание заставило энергию сформировать энергетическую бурю в небе. Это ужасающее зрелище поразило многих.
Поглотить природную энергию во время очищения пилюль мало к тому. Даже глава Яо Дань серьезно нахмурился. Вот на что способно пламя пожирания пустоты в руке Хунь-Ху Цзы. Он фактически планирует создать мистическую пилюлю 9-го ранга. Старейшина Я Ваньхо громко прокричал: «Природная энергия, соберись!» Он также планировал создать мистическую пилюлю 9-го ранга. «Я, естественно, не должен отставать», – засмеялся старик Шэньнунь. Он взмахнул рукавом, и волны величественной энергии потянулись в его огненный котел. Наблюдая, как 3 алхимика готовят мистическую пилюлю 9-го ранга, Сяо Янь лишь улыбнулся. «Раз вы трое так настроены, я могу лишь присоединиться к вам». Сила пожирания испустилась из его огненного котла, втягивая в себя энергию. Их сердца поразились. Каждый из них на самом деле создавал легендарные мистические пилюли 9-го ранга. Такая сцена действительно была крайне редким явлением. Стоит напомнить, что пилюли 9-го ранга делятся на 3 типа: пилюлю сокровищ, мистическую пилюлю и золотую пилюлю. В прошлом максимум Сяо Яня была пилюля сокровищ 9-го ранга, что вызвало черную молнию. Как видим, уровень этого состязания алхимиков на порядок выше. Яо Дань наблюдал. Своим зрением он смог увидеть сражение этих 4 людей. Приготовление мистической пилюли 9-го ранга требовало поглощения ужасающего количества природной энергии. Хотя энергия на горе медицины была чрезвычайно плотной, ее никак бы не хватило для создания сразу 4 таких пилюль, а лишь одной. Шансы у каждого были 25%. Яо Дань не думал, что любой из них сможет успешно приготовить такую пилюлю. Яо Лао также хмурился. Перед отъездом Сяо Янь получил чрезвычайно редкую медицинскую формулу мистической пилюли 9-го ранга от первого старейшины башни пилюль. Именно ее готовил Сяо Янь. Стоит сказать, что последние 100 лет никто не готовил мистическую пилюлю. А в это время энергия бушевала. 4 торнадо от 4 котлов. Люди вокруг стадиона ощутили, как их доуци пыталась вырваться из-за всасывания. Все поспешно отступили, боясь потерять свою силу. Это продолжалось 3 дня. Очищение мистической пилюли 9-го ранга можно описать как создание человеком божественного объекта. Везде, где в древнюю эпоху рождалась мистическая пилюля 9-го ранга, все в радиусе 5000 километров становилось бесплодным, потому что вся энергия поглощалась пилюлей. Спустя еще 3 дня все затихло. 4 пламенных котла плавали в небе. Удивительно, но вся энергия на горе закончилась. Яо Дань беспомощно покачал головой. В этом месте недостаточно энергии. Приготовление пилюль провалилось, сообщили старейшины клана Яо. Эмбриональная форма пилюль в котлах 4 фигур в небе сформировалась лишь наполовину, но окружающая природная энергия в радиусе 5000 километров уже полностью истощилась. Что же будет делать Сяо Янь? Совершенное небесное состояние души позволяло контролировать природную энергию в радиусе 5000 километров. Конечно, если бы их души достигли легендарного божественного состояния, все было бы иначе. Глаза Сяо Яня и 3 алхимиков смотрели на свои наполовину сформированные пилюли. Если они не могли продолжить черпать энергию из окружающей среды, только их собственной доуци не хватило бы. Похоже, на этот раз никто не сможет добиться успеха. Горько рассмеялся старейшина Я Ваньхо. «Не совсем так», – раздался голос Хунь-Ху Цзы. Он попытался украсть энергию Сяо Яня и 2 других алхимиков. Энергия, поглощенная котлами 3 других алхимиков, насильственно поглощалась его черным пламенем. «Хунь-Ху Цзы, как ты смеешь?» Я Ваньхо не ожидал, что Хунь-Ху Цзы нацелился на их энергию. Старик Шэньнунь и старейшина Я Ваньхо яростно закричали. Пламя духа жизни и пламя 9 безмятежных ветров немедленно вырвались наружу и безжалостно столкнулись с черным пламенем. Но пожирающая сила вспыхнула и подавила оба этих вида небесного пламени. Они не могли сравниться с пожирающим пустоту пламени. Хунь-Ху Цзы громко рассмеялся. Но далее произошло то, что его поразило. Что произошло над котлом Сяо Яня? Малышка И презрительно взмахнула своей ручонкой. Розовое пламя вспыхнуло и обернулось вокруг черного пламени. Сила пожирания была разрушена очищающей силой. Это был необычный потомок пожирающего пустоту пламени, но было очевидно, что оно не может конкурировать с истинным очищающим пламенем. Хунь-Ху Цзы, спасибо за твой подарок, я приму твою энергию. Слегка улыбнулся Сяо Янь.
Он очистил это черное пламя в чистую энергию и вылил в свой котел. Его эмбриональная пилюля начала завершаться. Хунь-Худзи был в ярости. Он не ожидал, что не только не сможет пожрать энергию, но и потеряет часть энергии своего пламени. Тем не менее, его черное пламя все еще продолжало пожирать энергию из котлов старика Шиннуна и старейшины Ваньхо. Потому его эмбриональная пилюля становилась ярче и уже начинала окончательно формироваться. Хунь-Худзи уже обрадовался, как малышка И собственной персоной встала на его котле. Под ошеломленными глазами Хунь-Худзи она хлопнула ладонью по крышке котла, схватила его эмбриональную пилюлю и испарилась как дым. Вот это поворот! Сяо И бесцеремонно забрала пилюлю Хунь-Худзи. «Да вы смерти ищете!» – выругался Хунь-Худзи. Ситуация оказалась крайне комичной. Малышка И внезапно ворвалась в пламенный котел Хунь-Худзи и схватила его эмбриональную пилюлю. Это не только вызвало гнев Хунь-Худзи, но даже Сяо Янь ошеломился. Он никак не был связан с этим. Малышка И сама проявила инициативу. Яо Дань и многие старейшины клана Яо на стадионе смотрели на произошедшую сцену с ошеломленными выражениями. Никто не мог представить, что дух небесного пламени Сяо Яня будет таким наглым. Но если подумать, Хунь-Худзи первым посмел украсть энергию своих соперников. Почему бы с ним не поступить так же? Ты заслуживаешь этого, думали все. Яо Дань покачал головой. Под множеством взглядов малышка И загорелась в небе и в следующее мгновение появилась на плече Сяо Яня. Своими руками она обнимала пилюлю, в которой смутно виднелась фигурка, похожая на ребенка. Это была эмбриональная форма пилюли, которую готовил Хунь-Худзи. «Сяо Янь, сегодня я разорву тебя на куски!» Лицо Хунь-Худзи стало ледяным, с ним впервые так обошлись. Эмбриональная пилюля, которую он с таким трудом создавал, была отнята малышкой И. Ярость в его сердце не могла быть описана словами. А что будет далее и как поступит Хунь-Худзи, рассмотрим уже в среду. Ставьте побольше лайков. Ролик и так длинный, а сюжета еще на 2 видео точно. Так что придется рассмотреть в следующем видео. Всем спасибо и пока.